Мир Тэгука всегда был полон потрясающих образов, пленительных визуальных эффектов и тщательно созданного образа совершенства. Но в сентябре 2025 года этот образ начал давать трещину, так, как никто не был готов. Армии по всему миру были шокированы после того, как Ким Тэ-хён, известный как V из BTS, поделился видео, раскрывающим сторону Чонгука, редко показываемую на публике. Изначально видео задумывалось как беззаботный момент в честь 28-летия Чонгука. Вместо этого оно превратилось в сцену, которая довела миллионы поклонников до слез вместе с ним. В видео Чонгук, кажется, не может сдержать своих эмоций. Он опускает голову, по-видимому, ища поддержки в объятиях Тэ-хёна. На первый взгляд, клип, опубликованный Тэ-хёном, кажется простым. Тихий ужин, два друга сидят друг напротив друга за столом, с краткой подписью, в которой они желают Чонгуку здоровья и счастья в наступающем году. Но атмосфера была далека от обычной. Поклонники быстро заметили мелкие детали, слегка дрожащий голос Чонгука, иногда исчезающую улыбку и намек на покраснение в его глазах. В один короткий миг Тэ-хён потянулся к Чонгуку, притягивая его к себе. Объятие, возможно, было кратким, но оно было сильным. Чонгук опустил голову, его плечи дрожали, как будто наконец-то разразилась долго назревающая буря. Почему Чонгук плакал? Почему в свой день рождения, перед человеком, которого часто называют его самым близким другом в BTS? Эти вопросы эхом прокатились по социальным сетям. Некоторые интерпретировали слезы как выражение благодарности, слезы облегчения после того, как вынесли столько беспощадного давления, любви и внимания. Другие продолжали строить предположения, видя в них признаки глубокого истощения, даже молчаливые признаки невидимой борьбы. К беспокойству добавилась еще одна новость, появившаяся в тот же день. Ранее сообщалось, что злоумышленник пытался проникнуть в дом Чонгука. Хотя инцидент был быстро предотвращен, он послужил суровым напоминанием об опасностях, которые сопутствуют мировой славе. Объятия Тэ-хёна тогда казались больше, чем просто выражением любви, но и формой защиты, сообщением о том, что независимо от того, насколько суров внешний мир, у Чонгука всегда будет кто-то рядом. Для ARMY образ Чонгука, опирающегося на Тэ-хёна, был одновременно утешающим и душераздирающим. Это был неотточенный Чонгук на сцене, с безупречным вокалом и блестящей хореографией под светом прожектора. Это был Чонгук как человек, хрупкий, уставший, возможно, подавленный всем, чего он достиг и пережил. Слезы, которые он пролил в объятиях Тэ-хёна, были настоящими, искренними и слишком человеческими. СМИ не потребовалось много времени, чтобы начать освещать этот инцидент. Корейские СМИ тщательно подбирали слова, подчеркивая братство между Чонгуком и Тэ-хёном. Западные СМИ, тем временем, больше фокусировались на эмоциональной стороне. Некоторые даже писали, что объятия были криком о помощи от суперзвезды, находящейся под давлением. Версии разнились, но одно было несомненно. Слезы Чонгука пронзили блестящий фасад культуры знаменитостей, обнажив хрупкую реальность, которую редко признают. Но за шумихой возникли и другие вопросы. Что на самом деле шептал Тэ-хён, прежде чем протянуть руку Чонгуку? Почему выражение лица Чонгука так быстро изменилось, словно все тяготы, которые он нес, рухнули в одно мгновение? И почему Тэ-хён решил поделиться этим моментом так публично, прекрасно зная, что он будет пристально изучаться публикой? Было ли это просто оговоркой? Или это намеренное напоминание о том, что айдолы не неприкасаемы, а всего лишь люди, которые чувствуют, борются и иногда разваливаются? На протяжении всей карьеры BTS Чонгук несколько раз попадал на камеру в эмоциональном состоянии, но редко так открыто. Будучи золотым Макне, Чонгук часто описывается как опора силы и источник энергии для BTS. Вид того, как он опирается на Тэ-хёна, потряс ARMY, открыв для себя осознание того, что даже самые сильные на вид фигуры могут достичь точки истощения.
Проблемы истощения, выгорания и невидимого давления давно преследовали BTS на пути. Их напряженные графики, беспрестанные мировые турне и бремя быть лицом Кореи на международной сцене оставили шрамы, которые трудно вообразить. В этом контексте объятия Тэхёна были не просто утешением, а маленьким спасательным кругом. Для Чингука это был, пожалуй, единственный момент, когда он мог по-настоящему отпустить, зная, что по крайней мере один человек всегда будет рядом, чтобы поддержать его. Этот момент также возобновил обсуждение будущего BTS. Пока участники были разделены военной службой и сольными проектами, фанаты жаждали признаков единения. Видео давало надежду, но также подчеркивало хрупкость их нынешнего положения. Если даже Чингук, казалось, разрушался, что это означало для BTS? Смогут ли они стать сильнее? Или бремя уже было слишком тяжелым? Каким бы ни был ответ, одна истина оставалась. Этот момент теперь запечатлен в истории BTS. Спустя годы ARMY будут помнить 1 сентября 2025 года не только как 28-й день рождения Чингука, но и как ночь, когда Золотой Макне плакал в объятиях своего лучшего друга. Это было напоминанием о том, что под славой, вниманием и любовью миллионов Чингук остается человеком, уязвимым, эмоциональным и нуждающимся в любви. Однако за вирусной историей стоит важная оговорка. История о том, что Чингук рыдал в объятиях Тэхёна, не совсем правдива. Видео, которое опубликовал Тэхён, было реальным, но интерпретация СМИ и фанатами сильно плачущего Чингука была больше вдохновлена коллективным воображением, чем реальностью. На самом деле, в видео Чингук просто сидит тихо, иногда слегка улыбаясь, опуская глаза, словно погруженный в свои мысли, и болтает с Тэхёном. Это тепло, но не драматично. Нет явного плача. Слухи об объятии даже не были засняты открыто. В сочетании с инцидентом с незваным гостем в его доме в тот же день, понятно, что фанаты легко ассоциировали увядающую улыбку или пустой взгляд с глубоким изнеможением. СМИ затем усилили это чувство. Заголовки о Чингуке, плачущем в объятиях Тэхёна, быстро распространялись не потому, что были правдой, а потому, что затрагивали эмоцию, в которую миллионы уже были готовы поверить. В век алгоритмов эмоции – это валюта. История о том, как Чингук успокаивается на ужины в честь своего дня рождения, конечно, не распространилась бы так быстро, как история о том, как Чингук рыдает. Но именно в этом и заключается смысл. Простая подпись Тэхёна «С днем рождения, Чингук! Пусть этот год будет наполнен здоровьем и счастьем» была не секретным кодом, а скорее искренним пожеланием друга. Спокойное лицо Чингука не означало, что он страдает, возможно, это было просто настроение человека, вспоминающего свой день рождения. Урок в том, чтобы найти баланс, ценить настоящие моменты BTS, не выискивая скрытую драму, и при этом сохранять их личное пространство и человечность. Потому что именно в этом и заключается уникальная сила отношений BTS и ARMY. The blast, sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.